Всем привет, друзья! Доброго времени суток! Вы на канале Power Device, и сейчас я покажу вам все основные фишки и настройки смартфона Realme GT Neo 3. К слову скажу, что настройка подойдет не только для этого смартфона, но и для многих других смартфонов Realme. Сейчас на моем GT Neo 3 установлена оболочка 3.0. Если на вашем Realme такая же оболочка, то видео однозначно для вас подойдет, и вы узнаете много интересных фишек и полезных настроек. Если же ваш смартфон еще не обновился на данную версию, и ваша оболочка второго поколения, то множество настроек все равно вам подойдут, но они могут находиться немного в других местах. Друзья, перед тем, как перейдем к настройкам, прошу вас, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать другие интересные ролики. Ведь я здесь снимаю настройки и фишки не только по смартфонам Xiaomi и остальным девайсам, но и пытаюсь развить канал в сторону Realme. Если вам это интересно, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ваша поддержка очень важна. Итак, друзья, первое, что я делаю на смартфонах Realme, это изменяю режим главного экрана, так как мне удобнее, когда у меня ярлыки находятся вот в этой области, они вызываются вот таким свайпом. Для этого я захожу в настройки, главный экран и экран блокировки, режим главного экрана. Выбираю здесь стандартный режим. Применить. Теперь все основные и рабочие ярлыки переносятся вот в эти области. Считаю, что это гораздо удобнее. Следующая настройка касается плавности анимации. Не так давно, несколько месяцев назад, на смартфонах Xiaomi вышла вот такая настройка. Скорость анимации. Раньше в Realme такого не было. Например, до этого у меня был смартфон GT Neo 2 на такой же оболочке 3.0, и подобной настройки там не было. Но в GT Neo 3 она появилась. Находится она в настройках, главный экран и экран блокировки, скорость анимации приложения. Здесь то же самое, как на Xiaomi. Быстрая анимация. Средняя сбалансированная. И медленная. Думаю, здесь все понятно. Лично я выбираю сбалансированную. Следующая полезная фишка смартфонов Realme, которой, например, нет в Xiaomi, это управление одной рукой своеобразным способом. Находится она все в том же главном экране. Жест извлечения панели значков. Активируем вот эту галочку. Теперь, друзья, в определенных ситуациях, если вы, например, достали смартфон одной рукой из сумки, а вторая рука у вас занята, просто делаете свайп вот таким образом, все приложения смещаются под ваш палец, и вы открываете любое приложение. Это очень удобно. Раз уж я открыл приложение темы, к слову скажу, что на моем Realme GT Neo 3 магазин тем был предустановлен, и он полноценно работает. Но до этого, какие бы смартфоны Realme у меня не были, магазина тем на них не было. Поэтому посмотрите вот это видео, если у вас нет магазина тем, здесь я разобрался, как его установить и как полноценно через него применять темы. Двигаемся дальше. Еще одна интересная и, можно сказать, скрытая фишка, связанная со звонилкой. На других смартфонах Realme я такого не видел. Зайдите в звонилку, 3 точки, настройки, специальные возможности. И вот здесь появился очень интересный пункт шумоподавления. Обязательно активируйте эту галочку. Это то же самое, как шумоподавление во время разговоров в беспроводных наушниках. К примеру, на тех же многих смартфонах Xiaomi этой фишки нет, но также, думаю, к сожалению, и на многих Realme также этой фишки не будет. Все зависит от модели. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такая фишка. Возможно, я попробую перекинуть ее вам. Также, если вы только купили свой Realme и достали его из коробки, процент заряда батареи не отображается здесь, его нужно активировать. Для этого зайдем в настройки, уведомления и строка состояния. Строка состояния, уровень заряда батареи. По умолчанию на Realme выбрана вот эта настройка, лично я ставлю такую. Еще одна очень неудобная настройка на смартфонах Realme – это долгое удержание кнопки питания вызывает голосового помощника. Для того, чтобы это отключить, зайдем в настройки, системные настройки. И вот здесь внизу отключаем данную галочку «Вызвать помощника Google нажатием кнопки питания». Теперь при долгом нажатии кнопки питания голосовой помощник нас не побеспокоит.
Друзья, здесь сразу напрашивается такой вопрос. Почему при долгом нажатии на кнопку питания ничего не происходит? Нету вызова меню перезагрузки и выключения смартфона. Не знаю, зачем разработчики Realme такое сделали, но раньше было все как обычно. Сейчас же, чтобы вызвать меню перезагрузки и выключения смартфона, нужно одновременно зажать кнопку питания и качельку громкости вверх. Идем дальше. Следующая настройка Always On Display. И если у вас Realme GT Neo 3 или другая продвинутая версия, то там добавилось несколько фишек. Сейчас покажу. Зайдем в настройки. Персонализация. Всегда включенный дисплей. Для его активации включаем вот эту галочку. А также, друзья, вот здесь внизу можно ставить то, что будет отображаться на всегда включенном дисплее. И, например, я ставлю силуэт портрета. Здесь можно сделать снимок как напрямую с камеры, так и выбрать из альбома. Например, я выбираю какое-то фото, нажимаю «Создать». Алгоритм начинает выполнять свой процесс. Здесь можно подбирать цвета и выбирать различные стили. Нажимаем «Далее». Теперь щипком выбираем, как это будет выглядеть на всегда включенном дисплее. Подтверждаем галочкой. Теперь Always On Display настроен. Также вы, наверное, заметили, что все вот эти иконки у меня отображаются красным. И в принципе стилистика всего меню частично находится также в красных цветах. Это очень стильно, как я считаю. Чтобы это включить, зайдем в персонализацию, цвета, настраиваемый. И вот здесь вы можете выбирать любой цвет, который вам по душе. Потом просто нажимаем «Сохранить». Ваше меню станет того цвета, который вы выберете. В том числе изменяются и иконки шторки. Двигаемся дальше. Отключаем подписи значков. Для этого делаем щипок на главном экране. Значки. И вот здесь внизу, если вам не нужны подписи значков, снимаем эту галочку. Применить. По моему скромному мнению, значки так выглядят гораздо стильней. Также, наверное, ни для кого не секрет, что в смартфонах Realme в линейке GT есть вот такая функция, которая активирует режим GT. При этом процессор смартфона и графический чип немного разгоняются и повышается производительность смартфона, особенно в играх. Так вот, друзья, в GT Neo 2 вот такого виджета не было. А в GT Neo 3 он появился. Давайте его удалим и добавим заново. Просто делаем щипок, виджеты, листаем немного вниз, клацаем по нему. Он появляется на главном экране. Через него можно одним кликом выключать и включать режим GT. Также давайте покажу вам еще пару отличительных фишек в настройках яркости. Экран и яркость. И вот здесь снизу есть такие фишки. Яркий режим для HDR-видео. Если его активировать, то увеличится яркость при воспроизведении HDR-видео. А также еще чуть ниже регулируется частота обновления экрана. Лично я всегда выбираю высокую. Это гораздо приятнее глазу, хотя она и поджирает батарею. Если вы любитель экономить батарею, лучше выставляйте стандартную 60 Гц. Также можно выбрать среднюю настройку – автовыбор. Она будет автоматически включаться только для определенных приложений. Еще пара интересных настроек в конфиденциальности. В данном девайсе и именно в этой прошивке появились вот такие две настройки – доступ к камере и доступ к микрофону. Если мы снимем вот эту галочку, например, доступ к камере, тогда все приложения не смогут иметь доступ к камере, и в том числе родное приложение камеры. То же самое с микрофоном. Если снимем эту галочку, то к микрофону не будет иметь доступ ни одно приложение. В том числе, к примеру, вы не сможете отправлять какие-то аудиосообщения. Эта настройка полезна для каких-то определенных ситуаций. Просто знайте, что такая настройка есть. Идем дальше. Разделение экрана. Зайдем в приложение, разделение экрана, активируем вот эту галочку. Теперь при свайпе 3 пальцами вверх произойдет разделение экрана. Зайдем в какое-то приложение, экран делится на две части, и вы можете просматривать здесь различную информацию, как в этом приложении, так и в этом, и полноценно ими пользоваться. Далее я заметил такое свойство: если на вашем Realme установлено очень много различных приложений, то большинство из них, скорее всего, находится в автозапуске.
Чтобы это посмотреть, зайдите в настройки, приложение, автозапуск. И вот здесь посмотрите, если у вас включен автозапуск на каких-то приложениях, особенно на которых он не нужен, то обязательно их выключите. Это сэкономит вам память, а также в перспективе батарею. И к слову скажу, друзья, вот здесь я выпускал видео, как правильно и эффективно чистить память на смартфонах Realme. Обязательно пройдите посмотрите. Теперь давайте зайдем в специальные функции. Находятся они в настройках. В самом низу пункт так и называется – специальные функции. Самые, наверное, ходовые здесь меню – это быстрый запуск из отпечатка пальцев и боковая смарт-панель. Что такое быстрый запуск? Если мы активируем вот эту галочку, здесь у нас снизу есть несколько выбранных приложений, нажимаем «Изменить», можно добавлять как различные функции, так и приложения. Выбираем здесь какие-то нужные нам приложения, они появляются в этой графе, нажимаем галочку. Теперь на заблокированном экране удерживаем сканер отпечатка пальцев. Продолжаем удерживать, выпадают те самые приложения, которые мы выбрали. Уводим палец на какое-то из них, и оно быстро открывается. Это и есть быстрый запуск. Теперь в специальных функциях боковая смарт-панель. Если вы хотите иметь у себя на смартфоне вот такую боковую смарт-панель, то активируйте вот эти галочки. Она дает доступ к быстрому открытию каких-то приложений в плавающих окнах. Например, вы смотрите YouTube, делаете свайп вот по этой риске, заходите, к примеру, в «Мои файлы», они открываются в плавающем меню. Его можно переносить по всему смартфону и полноценно им пользоваться. Еще одна выделяющаяся фишка Realme находится в системных настройках – жесты и движения. Здесь есть такие функции, как скриншот 3 пальцами, поднять для активации, поднести к уху для ответа на вызов, отключить звук при переворачивании телефона. Но самое главное – это жесты на выключенном экране. Активируем самую верхнюю галочку. Теперь, например, если вы поставите вот эту галочку и на заблокированном экране нарисуете букву О, то у вас незамедлительно запустится камера. Таким же способом можно управлять музыкой на заблокированном экране. Для этого активируйте данную галочку, все жесты вот здесь расписаны. Либо на какой-то жест можете поставить свое приложение. Нажимаем «Добавить жест», к примеру, выбираем символ М, «Запустить приложение». Здесь выбираем нужное приложение. Теперь на заблокированном экране рисуем букву М, но вот здесь, видите, уже нужно разблокировать, чтобы смартфон зашел в нужное приложение. В общем, думаю, здесь все понятно. Если будут какие-то вопросы по этой настройке или по другим в целом, пишите об этом в комментариях, постараюсь помочь. Также здесь в системных настройках находятся еще несколько фишек. Например, запись с экрана. Эту фишку все знают, не буду про нее много рассказывать. Если здесь продвинуться немного вниз и зайти во вкладку «Получать рекомендации», то здесь можно отключить некоторую рекламу. Снимаем вот эту галочку «Получать рекомендации о ПО и контенте». Также советую вам отключить программу совершенствования сервиса, если она у вас, конечно, активирована. Для этого зайдем в настройки, об устройстве. В самом низу программа совершенствования сервиса. Вот эти галочки я снимаю, чтобы смартфон не отслеживал какие-то ваши действия в программной оболочке и не отправлял их в компанию Realme. Также в этом пункте об устройстве, если зайти в руководство пользователя, то здесь есть пункт «Послепродажное обслуживание», «Электронная гарантия». Нажимаем об электронной гарантии, то есть если вдруг у вас что-то произойдет с вашим Realme, то вы можете без проблем его отнести в сервисный центр. Они вам его починят именно вот по этой электронной гарантии. Все в тех же настройках об устройстве можно расширять оперативную память. Зайдем вот в этот пункт. И вот здесь можно выбрать, сколько вы хотите расширить оперативной памяти. Сейчас у меня это 3 гигабайта. После выбора смартфон придется перезагрузить. Также не забывайте, что эта дополнительная оперативка берется из общего накопителя. Поэтому если у вас на смартфоне присутствует хотя бы 6 гигов оперативки, то по моему мнению расширение не нужно. Его можно попросту отключить. Тем самым на общем накопителе у вас будет дополнительное место. Ну и еще один пункт в настройках в самом низу – лаборатория Realme. В различных моделях Realme здесь бывают разные настройки. Из последних настроек они стали добавлять измерение пульса. Оно поддерживается только в тех смартфонах, в которых встроен подэкранный отпечаток пальца.
Друзья, если у вас возникли какие-то вопросы по настройкам Realme, но я их не затронул, пишите мне их в комментариях, постараюсь помочь. Не забудьте поставить лайк, подпишитесь на этот канал, будет еще много интересных роликов про Realme. Я, как обычно, пожелаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Если досмотрели до самого конца, выражаю вам двойной респект. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.